Всем привет! В сегодняшнем видео продолжим разработку игры в жанре Survival Horror на Unreal Engine 5.6. В сегодняшнем видео я хочу немного изменить механику триггеров, а точнее именно одну из его возможностей. Я хочу добавить множественные условия для выполнения какого-то действия. К примеру, если вам нужно сделать так, чтобы какая-то дверь открылась после выполнения нескольких условий, я хочу сделать так, чтобы можно было это внедрить в мой стандартный Actor Component триггер. И есть еще одна новость. Если вы следите за разработкой, если вам в целом интересна судьба этой игры, скорее всего, релиз игры будет перенесен на начало следующего года из-за того, что я не совсем успеваю подготовиться к фестивалю инди-игр в Steam, а соответственно я упускаю возможность получить больше охват этой игры. Поэтому, скорее всего, игра будет выпущена уже после следующего фестиваля, который будет проходить в феврале, по-моему. Вот. Ну и из небольших нововведений, которые были добавлены в игру, это осмотр предмета при его поднятии, при первом поднятии, то есть не каждый раз это будет появляться, а именно тогда, когда мы впервые поднимаем какой-то предмет. К примеру, если поднять этот фонарик, появляется такой виджет осмотра, можно покрутить предмет вверх, вниз, вправо, влево. Это реализовывается с помощью перетаскивания мышью, но также можно и нажатием клавиш вверх, вниз, вправо, влево. Ну и также перемещение стиком геймпада тоже поддерживается. При повторном поднятии предмета уже этого виджета появляться не будет. Вот. Ну и теперь я хочу сделать так, что, может быть, сейчас услышали, что щелкнул замок и открылась дверь. То есть тут был настроен триггер при поднятии этого предмета, чтобы открылась вон та дверь. Но я хочу сделать так, чтобы можно было добавлять несколько условий. К примеру, если вам нужно... Ну, вообще это делается для того, чтобы подготовить игру к фестивалю, к демке, подготовить демку. Дело в том, что для того, чтобы игроку понять все, что от него требуется, иногда нужно его контролировать, да, то есть не давать ему пройти туда, не выполнив определенные действия. То есть, например, по моей задумке, если мы пойдем в ту сторону, то там достаточно темно, без фонарика ему там не выжить, попросту он не поймет, куда ему идти. Ну и также, например, если он не поднимет батарейку чуть дальше, то также ему потом будет достаточно сложно там ориентироваться. И я хочу сделать так, чтобы, например, эта дверь открылась только после того, как игрок поднимет и фонарик, и, например, прочитает вот эту записку, да. То есть я хочу сделать несколько условий, добавить. Для тех, кто не знает, то есть тут у этого blueprint Master Item есть компонент, Actor Component ACBP Trigger Picked Up, то есть он срабатывает после того, как мы поднимаем этот предмет. К примеру, у него вот здесь в списке действий есть одно действие, Unlock Door, да, то есть при поднятии этого предмета вызывается соответствующее событие или функция, а именно отправляется сообщение через интерфейс заданному актору. То есть вот этой двери отправляется сообщение о том, что мы хотим ее открыть, то есть отпереть. Соответственно, когда эта дверь принимает это сообщение, давайте откроем. То есть тут есть интерфейс вот события, по-моему, так, item, здесь, по-моему, unlock, да? То есть сейчас пока что просто происходит обычная базовая логика, то есть мы меняем значение переменных из locked false, ставим из interactable true. Так, подождите. По идее, interactable нужно убрать, потому что нам уже не нужно взаимодействовать с этой дверью. Ну, это пока так, да? Включается симуляция физики, включаются коллизии, точнее, отключаются коллизии для взаимодействия и обнаружения двери. Проигрывается звук отпирания двери и записываются данные в Save Manager. То есть получается состояние текущей двери. Забыли здесь подключить ACBP Unique ID. Так вот, нашел ошибку здесь и здесь. Вот. Получается текущее состояние, достается из него определенные данные, ну, точнее, некоторые эти данные, которые не меняются, мы их просто вытаскиваем и сохраняем заново. А state is locked ставим false, да, то есть дверь уже у нас не заперта получается.
Ну и теперь эту логику нужно немножко будет переделать. Нужно будет добавить поддержку нескольких условий. Для этого мне потребуется открыть соответствующие блупринты, чтобы я мог сразу в них работать. А именно нам нужно открыть структуру door_state. То есть, чтобы она хранила в себе не только состояние locked или заперта она или не заперта, да, заперта или нет, а также количество условий, выполненных для того, чтобы эта дверь открылась. Так, поэтому давайте открываем, идем в папку Save Game, и здесь у нас есть Structure Door State, где-то должно быть. Вот оно. Здесь нужно будет добавить переменные. Давайте добавим ей conditions, unlock conditions count, да, то есть количество условий для отпирания двери. Это будет integer у нас. И текущее, то есть выполненные, количество выполненных условий. Так, как бы это по-английски правильно назвать? Ну, давайте вот так вот. True, unlock, conditions, count. Да? То есть общее количество условий для отпирания двери и текущее, которое уже выполнено. Соответственно, когда наша дверь будет получать событие unlock, она будет получать, точнее увеличивать количество текущее, поэтому мне нужно эти переменные также скопировать. Так, отсюда скопировать нельзя, но давайте тогда вручную их создавать. Conditions count, точнее unlock conditions count. Это у нас будет тип integer также. Так, ставим instance editable, expose and spawn. Так, по умолчанию пускай будет 0, да? И теперь скопируем эту переменную и пишем true unlock conditions count. Ну и теперь давайте я вот эти блоки немножко отодвину повыше. Давайте чуть-чуть приподнимем. Что будет происходить? Когда у нас дверь будет получать сообщение, нам нужно будет сначала выполнить проверку. То есть, во-первых, нам нужно будет увеличить эту переменную на единицу. Будем вызывать обычный инкремент int. Инкремент int, то есть мы увеличиваем на единицу. Потом сравниваем, если она больше либо равно общему количеству условий. Если больше либо равно, тогда будет вызываться логика отпирания двери. Вот таким вот образом, то есть если true, то это будет у нас вот так происходить, да? Так, и получается, если мы отперли дверь, то здесь, соответственно, нужно будет также задать нужные переменные, отправить в менеджер сохранений. Сюда и сюда. Так подключаем. Ну и точно так же здесь. Так. Теперь, если условие не было выполнено, то мы просто будем отправлять менеджеру сообщений, менеджеру сохранений новые значения этой переменной true unlock conditions count. То есть, соответственно, мы будем сначала получать все текущие значения и обновлять. То есть вот это нужно будет просто нам скопировать. Так, давайте я сюда пока подвину это. Нужно еще поднять здесь повыше, чтобы у нас тут каши не было потом. Так, это уберем сюда немножко, пониже. Так, примерно вот так. И получается, если false, то мы будем просто обновлять данные
в менеджере сохранения о том, что одно из условий уже выполнено, то есть что выполненных условий стало на одно больше. То есть получаем текущие данные, все копируем, logged остается logged, и unique ID, соответственно, подключаем также сюда. Давайте немножко это вот так вот оформим, чтобы потом не путаться. И, соответственно, нужно не забыть. Да, здесь тоже все подключено. Так, ну и теперь давайте проверим. Для теста так, что-то тут забыли подключить. Куда, что? Save Manager, да, забыли подключить. Где наш Save Manager? Save Manager. Вот так вот. Так, еще где-то, да? И тут забыли. Ну и теперь давайте попробуем. Так, вот наша дверь. Заходим в ее Details и ищем Unlock Conditions Count. То есть давайте поставим ему два условия. Ну и по умолчанию 0 стоит. Это можно даже убрать, да, то есть чтобы нам случайно не менять. То есть отсюда мы уберем эти галочки, чтобы их не видно было во вкладке Details. То есть здесь можно только общее количество условий выполнять, задавать. То есть теперь у нас два условия. Если я сейчас подниму фонарик, то дверь не откроется. Давайте проверим. Да, вот щелчка не было. Попробую открыть дверь. Да, она по-прежнему заперта. То есть теперь для того, чтобы открыть эту дверь, нужно выполнить еще какое-то одно условие. Так, давайте попробуем повесить вот сюда. Давайте открываем наш SCBP Trigger Pickup. Так, у нас тут есть тоже вот уже есть Unlock Door. Ну и, соответственно, Actor. Actor осталось назначить только. Ну и теперь давайте попробуем. Сначала я подниму фонарик. Одно действие выполнено. Теперь открываем записку. И теперь мы видим, да, что... Точнее, услышали звук открытой двери. Ну и теперь наша дверь открыта. Ну и так как у нас уже все работает в связке с сохранением, то мне не нужно отдельно придумывать ничего. Достаточно было поменять структуру. И, соответственно, полностью эта структура у нас сохраняется в BP Save Game. Таким образом я смогу буквально вот за сколько, 10 минут мы настроили, немножко обновили систему условий. Также можно эти условия добавить в другие блупринты. Давайте подумаем. Но в основном это у нас что? Связано с дверями, или с дверями, да? Правильно, как сказать. И вообще, конечно, я хочу, так как я начинаю готовить демку, то есть, скорее всего, мне нужно сделать, добавить кое-какие изменения в не архитектуру, как бы так сказать, настроить маршрут следования, да? То есть, чтобы более-менее плавно получалось у нас обучение, то нужно сделать так, что давайте я теперь верну мой player start, куда он был изначально, где он стоял изначально, как было задумано, в палате предварительного содержания. Давайте мы его двигаем вот сюда. Вот, по умолчанию игрок будет начинать игру здесь. Эта дверь у нас заперта, locked, и interactable выключаем, то есть чтобы с ней пока что нельзя было взаимодействовать. И как нам отпереть эту дверь? Эту дверь мы сможем отпереть, только подняв какой-то определенный предмет, да? Давайте я вот эту записку как раз таки и... Точнее, не записку даже, а фонарик. Я перетащу туда, то есть, чтобы мы точно знали, что когда игрок выходит из этой палаты, у него точно есть фонарик. Давайте положим ее куда-нибудь сюда. Ну и актора, соответственно, нужно поменять и уровень, на котором он находится. То есть у нас изначально... Так, вообще, где это все? На каком уровне находится? Западное крыло. То есть, соответственно, это все нам нужно тоже перетащить. Западное крыло. Так, West Wing. Вот оно. Сюда перетаскиваем. Ну и, соответственно, актор у нас теперь тут слетел, так как нельзя выбирать
акторов из другого подуровня. Да, видите, актор теперь пустой. Теперь я могу выбрать эту дверь. И здесь conditions, unlock condition count ставим единицу. И давайте вообще изначально поставим значение единицу. Ну, по умолчанию будет одно условие всегда. Если нужно будет, то будем увеличивать. То есть теперь, если мы начинаем здесь игру, пока мы не возьмем фонарик, дверь не откроется. Ну и давайте попробуем. Вот я пытаюсь открыть, дверь не открывается. А у нас тут активировался квест. Ну ладно. Берем фонарик. Все, дверь открылась. И мы теперь знаем, что игрок точно у нас выходит с фонариком из этой локации. Давайте проверим, что все остальные двери закрыты. Так, это у нас закрыто. Это закрыто. Так, эта дверь у нас будет открыта. То есть мы будем выходить сюда. Так, кстати, у нас... да, эта дверь будет открыта. Мы выходим сюда. Здесь закрыто. Здесь открыто. То есть игрок будет выходить в эту зону. Потом, получается, для того, чтобы открыть эту дверь, ему нужно будет поднять вот эту записку. То есть, так как действие теперь у нас стало одно, то я здесь в нашей двери ставлю, что всего лишь одно условие для открытия этой двери нужно. Ну и, соответственно, игрок зайдет в эту локацию, точно зная, что мы будем точно знать, что у него есть фонарик, что он поднял записку, да, то есть, чтобы он, ну, как-то хоть чуть-чуть начал погружаться, да, в лор игры. А в идеале, конечно, бы еще где-нибудь батарейку, то есть я тут уже провел один плейтест, и, точнее, даже два. И оба этих тестировщика никак не могли заметить, что здесь у меня лежит батарейка, хотя она даже светится немножко. То есть тут вокруг темно, а тут стоит батарейка, светится белым таким, ну никто ее не видит. И, соответственно, они идут туда дальше, у них садится батарейка, фонарики, и они ничего не видят там. То есть мне нужно будет также, скорее всего, сделать какое-то условие, чтобы можно было продвинуться дальше, только подняв эту батарейку. Но так как здесь двери у меня нет, у меня здесь стоит вот этот вот BP gap, то есть, когда мы протискиваемся, да, здесь между вот этими шкафами. Соответственно, либо туда внедрить, то есть, чтобы он был неактивный, но, с другой стороны, может оказаться непонятным, да, почему сначала нельзя было пройти. То есть, если игрок сначала попробует тут пройти, не сможет, потом он возьмет батарейку, и он никак не поймет, что теперь можно пройти. То есть, должен быть либо какой-то звук, либо подсказка, ну, либо мне маршрут как-то нужно будет изменить тут немножко. Вот. Ну, в общем, над этим еще подумать. Но главное, что система немножко теперь изменена, и я могу добавлять множественные условия. Так, ну из того, что было добавлено, ну, работаю немножко над оформлением. То есть здесь появился логотип игры, номер версии текущий, для того, чтобы мне можно было отслеживать, в какой именно версии игры произошли какие-то баги, глюки и так далее. Так, ну, панель меню настроек тоже слегка чуть-чуть отделил. То есть часто также была часто тупняк у тестировщиков в том, что они не видели вот эту опцию пресет качества, да, то есть они начинают вот здесь вот все щелкать, тыкать, но не видят, что здесь можно поставить вот такой пресет качества, low, medium, high и так далее, да. То есть пока они рано или поздно они находят, но на это иногда уходит много времени, и из этого как-то не очень получается опыт пользовательский. Ну еще я заметил один косяк, я не знаю, с чем он связан, но если выключить игру в редакторе во время воспроизведения анимации в виджете, то движок вылетает просто. Поэтому я всегда жду, пока она закончится, и только потом выключаю игру. Ну, тоже пока не такая уж страшная проблема, потому что в запакованном билде этой проблемы нет. Вот. Нужно еще, конечно, фонарик немножко сюда подвинуть. Вот эту папку, скорее всего, можно даже убрать отсюда. А фонарик положим вот сюда на видное место. Так,
Ну, в целом, я думаю, на этом видео все. Всем спасибо за просмотр. Да, кстати, забыл напомнить. Напоминаю, что страница игры доступна в Steam, поэтому не забывайте переходить по ссылке в описании и добавлять игру в виш-листы. На этом видео все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и до встречи в следующих видео.